Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, март 2024 года. И это не есть какой-то короткий период размером только в 1 месяц. Эта дистанция продолжится до 14 апреля 2027 года. И март будет связан с теми событиями, которые сложились на конец февраля. Выход своеобразный из повторяющегося сценария. Это продолжение тех тем и вопросов, которые, как свершившийся факт, нас заставляют, может быть, принять сложные решения или самим себе сказать, что дальше. И обусловлено это выравниванием планеты Хирон с лунным узлом в знаке зодиака Овен 19 февраля. Вот какая ситуация у вас была наиболее актуальна в феврале, она получит развитие в марте, и, скорее всего, вот эти люди или те события, или то, чем вы занимаетесь, ваши цели, намерения, они будут иметь место в вашей жизни вплоть до 27 года. И Хирон у нас символ израненного целителя или той священной раны, которая присутствует в жизни каждого из нас. Возможно, для кого-то из вас это глубоко личностная ситуация, история, о которой вы не можете рассказать никому. Из мифологии мы знаем, Хирон, могущественный кентавр, это образ учителя и искусного врачевателя. Хирон учил астрологии, математике, астрономии, искусству охоты и искусству врачевания. Хирон – это получеловек, полуконь. Это соединение дикой природы. Это как наши мечты, желания, эмоции и интеллекта, и мудрости. И парадокс заключается в том, что пострадал Хирон от того, кому помогал, кому доверял, кого учил, от своего лучшего ученика Геракла. Из-за отравленной стрелы, выпущенной Гераклом и случайно попавшей учителю в ногу. Хирон не ставил перед собой недостойных целей. И нам говорят: помни, кому помогаешь. Помни, кого ты обучаешь. Помни о том, что ты делаешь из лучших мотивов. Не всегда может быть или иметь достойное продолжение. И для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, как символ священной раны, могла сложиться достаточно сложная ситуация с вашими близкими людьми. Это родственники, ближайшее окружение, может быть, родители, дети, у кого-то внуки, или с теми людьми, кому вы всегда доверяли, или вы всегда помогали. И вот эта священная рана в повторяющемся сценарии. Что имеется в виду под фразой «повторяющийся сценарий»? Это те люди, кого мы не сможем отменить в нашей жизни. Но в то же время, чтобы выйти из того самого сценария или из какой-то повторяющейся парадигмы, из тех разрушающих эмоций, возможно, нам нужно принять, что есть по факту. Своего рода это перезагрузка. И для того, чтобы остаться собой, чтобы не забыть самого себя. И вот эта тема, она продлится вплоть до 14 апреля 2027 года. Давайте мы узнаем, в какой сфере жизни будет это либо перезагрузка, либо где это она наиболее, может быть, отчетливо вы прочувствуете в течение марта, ну и на последующий, как мы уже сказали, период. Чем вы будете заниматься или что будет в приоритете. И в связи с этим, что важно знать. Сюрпризы, мои дорогие стрельцы, это со знаком плюс. Что будет радовать? Неожиданности. Хорошо, 2 карты. Что скрыто? Что вам может помешать? А что вам будет помогать? Дела, работа, бизнес. Энергетика денег и личная жизнь. Вот самое главное, наверное, вообще все то, что я говорила, правда, у каждого из вас есть, видимо, глубоко в душе
то событие или та история, которая, ну, не получается ее забыть. Она вам о себе напоминает каждый раз, а карта нам говорит, неважно, какой сферы жизни касается, ведь это вот вам и выпала карта внутренних сомнений, какого-то глубокого анализа уже теперь, извините, на мелком месте, потому что событие произошло. Но если мы снова и снова мотивы людей, поведение людей или та история, ситуация, которой, по сути, уже ее нет, мы ее начинаем анализировать, и ни к чему хорошему это не приводит, мы застреваем вот в этих эмоциях. Нам показана девушка, которой кажется, что словно забор вокруг нее из мечей. Но нам отчетливо показывают, это ее ощущение, это ее видение, а она смотрит вглубь себя. У нее завязаны глаза, она не видит, что же есть по факту. Она может быть в каких-то разочарованиях своих или в том, что она не смогла решить, или может быть как та священная рана, какая-то ситуация из детства, или может быть давняя тоже ситуация, которая нас словно не отпускает. И здесь, вы знаете, какой бы сферы ни касался, мои дорогие стрельцы, вопрос, тема, нам просто говорит карта, не мешай себе. Вот не мешай, все. Тут надо именно глаза буквально развязать и увидеть, что же происходит вокруг. Наверное, в наше сложное время жить вот тем моментом, в котором мы присутствуем. Люди, которые нас окружают, что говорят, анализировать, да, но я не имею в виду пустые разговоры, но вообще за событиями следить и где-то за обстановкой, в которой вы находитесь, тоже. Давайте мы узнаем, что же важно знать. А потому что могут быть какие-то внезапные перемены, внезапные новости, предложения. Или сами по себе события могут развиваться достаточно быстро. Это карта скорости, восьмерка жезлов. Здесь что-то буквально может ворваться в нашу жизнь. Ну, а мы где-то как с завязанными глазами. Мы видим реальность, мы ее, по сути дела, не видим так, как нужно. Или мы представляем себе, где-то надумываем, что сейчас будет развиваться определенный сценарий. А нам говорят, нет, тут надо будет взаимодействовать именно с тем, что приходит на наш порог, и увидеть какую-то конкретику. Тут нельзя как и замечтаться, но у вас проблема как будто в другом. Здесь, наоборот, глубокий анализ, который тоже мешает. Может быть, не видеть, мои дорогие стрельцы, сегодняшний день глазами вчерашнего шаблона как будто, да, или какого-то своего стереотипа, не переносить какую-то прошлую историю или ситуацию, и неважно, чего это касается, будь то работы, будь то отношений, в сегодняшний день у вас динамика жизни как будто на пороге, это важно знать, и подмечать, что происходит, будет наиболее правильно, нежели пытаться что-то анализировать. Тут как будто нужно будет прыгнуть, да, может быть, какой-то квантовый скачок сделать в будущее, а не остановиться для того, чтобы устроить себе какое-то глобальное переосмысление. Как-то так. Давайте мы узнаем, какие же сюрпризы, что радует. А ваша задача сменить статус. И у кого-то этот статус проиграется по личной жизни, у кого-то по работе, у кого-то сделать деньги, бизнес, почему нет. Карта императрицы вам выпадает, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. Это карта власти в первую очередь, но дипломатии еще, да. Императрица – это не император, более такой жесткий, хладнокровный и резкий в своих суждениях. Нет, императрица со всеми договорится, даже с несговорчивым императором. Она обойдет все острые углы, найдет 1001 способ сделать так, как ей нужно. Но это предполагает, опять же, лояльность к миру. Наверное, вы ведь вообще люди, оптимисты, и с вами очень приятно общаться, мои дорогие стрельцы. Поэтому пользуйтесь всем тем, чем вас одарила природа. Это на самом деле так. И особенно в наше сложное время, когда чаще люди ходят хмурые или задумчивые в какой-то вот своей этой, ну, прострации или в анализе бесконечном застревают. А у вас, значит, вот такой рывок буквально. Прыжок в будущее есть возможность сделать. Это ведь в сюрпризах. Вот какие-то возможности вам будет
преподносить Вселенная, может быть, ваши ангелы-хранители, как-то удобно разворачиваться для вас ситуация. И, конечно, вы просто можете не заметить, может быть, поэтому вам выпадает карта и говорит, все, хватит глубокого анализа, ненужной философии или когда мы оборачиваемся назад и начинаем что-то сравнивать. Вот это все не то. Вот ваше направление именно к счастью. Где-то, может быть, ведь если мы говорим по карте императрицы как символ нового «я», поэтому у кого-то тут могут произойти перемены на работе. Не на той работе, вот где вы, допустим, работаете, и это сами по себе перемены, которые происходят в организации, они-то, может быть, и тоже есть. Но это для вас еще какая-то возможность изменить свой статус через получение новой должности, через больший заработок. У кого-то сделать свое ремесло, хобби как источником дохода. Уйти как будто в свободное плавание, может быть. Если вы люди творческие, значит тоже что-то скреативить. Ведь императрица, и, кстати, для кого-то из девочек проиграется, правда? Говорят, императрица, она плодовита. И у кого-то буквально материнство, правда, как сюрприз. Может быть, кто-то из девочек узнает, я беременна, такое может вполне проиграться за этот период, может быть, буквально в марте. А для кого-то из вас эта плодовитость имеется в виду на идеи, на какие-то планы, на мечту на нашу, на желание. И это прекрасно. Это все то, что нам помогает, это в сюрпризах. По сути дела, это ваши возможности. Я бы сказала больше, это задача ваша, мои дорогие стрельцы. Неожиданности, а вот тут как будто подыгрывает вам пространство, время, вселенная. С другой стороны, это и ваше может быть окончательное решение. Выйти вот из какого-то тупика. Может быть и так. Но тут, я бы сказала, у нас выпала 8 жезлов. Как будто будет динамика в самом марте. Скучать будет некогда. И через, может быть, новости или какую-то информацию вы, скорее всего, можете даже неожиданно для самих себя принять окончательное решение или важное решение по поводу до чего угодно. У кого-то по поводу работы это будет, у кого-то в личной жизни проиграется, или, может быть, вообще на 180 градусов вы развернетесь и надумаете переехать куда-то, может быть, очень далеко. Для этого начнете учить языки, построите себе совершенно новые планы. Посмотрите, если у нас начинается наш расклад с 8 мечей, вот такой закрытой карты, а нам говорят сюрприз. И причем это на скорости как будто могут быстро очень развиваться события. Переход совершенно к другому качеству жизни. И, скорее всего, может быть, это как импульс. Может быть, это как по Хирону, да, вот я говорила, эмоции, желания, когда вот что-то мы хотим, задумали осуществить. Но, значит, этому самое время и место, что скрыто. Скрыта какая-то любовь, у кого-то буквально так, или какие-то искренние отношения. У кого-то, правда, мои дорогие девочки, может быть, я жду ребенка. Ну или в какой-то продолжительный период до 27 года, кто хотел бы иметь ребенка, скорее всего, у вас эта ситуация проиграется. И по карте Луна, с учетом императрицы, как раз это как подтверждение, да еще и рядом 2 кубков. И даже если вы сейчас одна, допустим, то, вы знаете, это может быть ваш партнер, который вы его пока не знаете, но еще судьба вас с ним познакомит, еще сведет. И тут не об одиночестве, что скрыто. Я бы сказала, для всех из вас, мои дорогие стрельцы, для тех, кто в паре, понятно, что просто какие-то будут события, которые будут касаться вашей семьи или вашей пары. Может быть, по Луне это, ну, где-то неспешная карта, но и будете вы вместе какие-то вопросы решать, исходя из тех обстоятельств, которые будут у вас складываться. По Луне это именно так. Тут не спрогнозируешь на далекий период. И нам говорят, вы будете где-то под воздействием той обстановки, ну, которая вокруг вас будет складываться. Для тех, кто один или одна, или в каких-то сложных отношениях, мои дорогие, тут есть вариант примириться, например, или найти взаимопонимание. А для тех, кто одна,
правда, построить новые отношения. Хотя для кого-то из вас, у кого сейчас сложные отношения, и, может быть, именно они, или какое-то предательство, или какая-то болевая точка, она же есть определенно, которая вас вгоняет вот в это состояние. Вполне вероятно, вы захотите завершить. И тогда для вас какая-то новая история любви вполне вероятно осуществится. По сути дела, эта карта, знаете, когда люди понимают друг друга без слов. Об этом можно только мечтать. А рядом карта интуиции, карта Луна. И у кого-то мы будем понимать как будто с полувзгляда. Может вот такой союз замечательный проиграться. Давайте мы посмотрим, что может помешать. Самоуверенность. Вот нет здесь помех. Здесь вообще нет каких-то помех, как будто извне. Тут, скорее всего, ведь это карта человека, который надеется сам на себя, и очень сильная позиция. Почему? Потому что он понимает, что как на людей не всегда понадеешься, так и обстоятельства нашей жизни меняются, и он готов где-то провзаимодействовать с тем, что пришло на порог, с тем, что сложилось какой-то реальностью. Король Пентаклей, трижды реалист. И это его сильная позиция. Она где-то закаляет, она придает уверенности. Но, мои дорогие, есть такое слово самонадеянность. Вот она может помешать. Поэтому не думайте, что где-то все должно быть именно по тому сценарию, как вы себе, ментально нарисовали. Или что должно складываться в каком-то определенном порядке. Будьте готовы к определенному хаосу. Из этого хаоса, может быть, вам придется отстраивать как раз какой-то порядок или научиться жить в ритме турбулентности. Рядом карта скорости. Придется вот в эту скорость как будто вписываться периодически. Это, по крайней мере, будет важно. Это не будет вам мешать. Не ставить себе табу, стереотипов и шаблонов. И это тоже будет важно. Что же будет вам помогать? Вот все то, что я сейчас сказала. И это карта марафонского забега, я ее называю так. И при всем при том, что, смотрите, карта скорости вверху, друг напротив друга у нас выпали карты. А это как раз наш, знаете, такой с геометрической прогрессией успех и хорошие заработки, кстати, тоже. Но это рыцарь Пентаклей, нам говорят по картам, он едет медленно. Это самый медленный из рыцарей. Почему я и говорю марафонский забег? Потому что дистанция лет 10-20. И то, что вы для себя определите, может быть, в течение марта, месяца, то, чем вы наметите себе заниматься, это будет иметь продолжение на долгий период времени. Если мы переложим это на определенную скорость, временами может нам казаться, что вихрь словно дел информации нас закружил, а где-то будет вынужденная, не то чтобы пауза, а просто очень размеренное продвижение. И к этому нужно быть готовы, потому что это вам именно помогает. Может быть, перевести дух, может быть, удержать те позиции, которых вы уже достигли, добились. Вот это вот какой-то расчет, подсчет, все-таки пентакли, да, есть какой-то материализм или прагматика, это тоже вам помогает. И где-то неспешность. Дела, работа, бизнес. Правда, у кого-то переезд или приезд человека к вам. Тройка жезлов, карта уверенности, якоря и новых начинаний. Это карта прогресса, новых возможностей, может быть, новых берегов, мои дорогие. Все-таки человек у нас стоит, посмотрите, повернулся спиной к прошлому. Нам его даже не показывает. Он уже где-то на далеких берегах или в каком-то своем видении нового плана, нового проекта. Но нет рывка, нет импульса. Он просчитывает. Может быть, какой-то заключительный аккорд в своей голове хочет проиграть, как ему будет выгодно что-то осуществить. Или, что ему интересно. У нас на заднем плане корабль, и это один из символов Меркурия, где-то подсказка, чем вам хорошо заниматься. Все то, что по Меркурию, это торговля, к примеру, да, если вы надумываете или раздумываете, а не заняться ли мне именно личным каким-то делом, творчеством, так вот, все, что связано с пространством, с перемещением, с интернетом, IT-технологиями и, повторяюсь,
торговля, может быть, интернет-магазин или работа с командировками, работа с большим объемом информации, где-то динамика жизни. Вот там будет для вас везде плюс. Жезлы, энергия ваша. Но вот в тройке жезлов это еще пока неспешность, это что-то нужно просчитать, но у вас твердая позиция. И посмотрите, напротив у нас получается карта императрица в значении сюрпризы. Какая-то новая история жизни у вас как будто начнется. Или вы сами, безусловно, от вас самих многое зависит. Всегда ведь есть риск по восьмерке мечей, так и остаться вот в этом замкнутом пространстве. Поэтому будьте внимательны к своим мыслям. Гоните прочь хандру, правда. Или, я бы сказала, не столько хандру, сколько какой-то глубокий анализ, ненужную философию. Ну, наверное, в ближайшее время для всех знаков зодиака пытаться что-то анализировать или сравнивать с прошлым – это плохая практика, потому что жизнь будет настолько быстро развиваться. И самое главное, то, что вчера мы еще говорили, этого не может быть. Завтра мы скажем, очень даже может. Вот будьте готовы к переменам, ну, как будто атмосферы, в которой мы находимся. Деньги, хотя деньги нам сказали, деньги будут у стрельцов. И новые возможности заработка или новые начинания. У кого-то из вас буквально, может быть, в марте нужно участвовать в проектах ваших детей. Иногда это может проиграться. Может быть, это какой-то ваш общий проект. Или вы будете помогать детям, мои дорогие. Ну, вот с таким вот прицелом до 27 года. Может быть, это обучение. Может быть, кто знает, для вас это будет побудительным мотивом. Дополнительные источники дохода искать. Это тоже может для кого-то проиграться. Или паш Пентаклей все же это какая-то ваша задумка или с элементом новизны, может быть, как новая должность, повторяюсь, или что-то новое, как новая возможность заработать деньги. И у каждого просто здесь по-своему. Дважды, потому что выпал еще рыцарь Пентаклей, и где-то одна карта добавляет вторую по смыслу. Поэтому деньги есть, деньги будут, но тут как будто стрельцов будет больше заботить, чтобы деньги, они росли. Личная жизнь, давайте посмотрим, мои дорогие. Вот очень символично, что как раз что скрыто. Вот все то, что я говорила по этим двум картам. И для тех, кто один или одна, как раз уйти от, может быть, разочаровывающей ситуации или отношений, которые были в прошлом. И у кого-то это проиграется прошлый брак неудачный или прошлый долгий союз, который ни к чему не привел, холодность в отношениях или, может быть, тот союз, который для вас создал финансовые проблемы, правда, мои дорогие, у кого-то финансовая вот брешь какая-то, да, которую вам, может быть, в последующем пришлось решать один на один самому или самой, так тоже может проиграться. Когда, наверное, мы оставляем иллюзии или надежды на счастливый случай или на то, что кто-то проявится в наш адрес, мы оставляем это позади. Есть здесь как раз уход по этой карте от недопонимания, от холодности в отношениях и от финансового недостатка, от безденежья. И, может быть, для тех, кто в паре будет как раз и проигрываться, что тема денег или ваших дальнейших планов будет на первом месте, мои дорогие. Надо как бы решать. И есть к этому возможность, опять же, у вас старший аркан императрица, возможности решить для вас, мои дорогие стрельцы, хоть денежную проблему, но где-то попутно, и это вопросы работы. Откуда-то ведь к нам деньги приходят, правда? Так и в личной жизни, как будто уйти от недопонимания или, может быть, какой-то сложной ситуации для кого-то из вас, которые, ну, те отношения, которые нас не вдохновляют отнюдь. А может быть, наоборот, мы себя все время ставим на второе место, и нас это начинает изнутри разрушать. Может быть и так. И все будет зависеть от того, какая у вас сейчас на данный момент ситуация, в каком вы статусе находитесь. И поэтому, может быть, карты вот эти нам про личную жизнь и говорят, у кого сейчас все хорошо, счастливый брак или счастливый союз. Тут будет только все развиваться,
со знаком плюс, и, скорее всего, до 27 года вы вместе будете, возможно, покорять какие-то вершины или строить совместные семейные планы. У кого-то семейный бизнес или переезд проиграется. Для тех, кто в сложных отношениях, я уже не повторяюсь, или один, или одна, можно изменить ситуацию коренным образом. По крайней мере, не мешайте себе. Вот это, наверное, основа, как с чего мы начали, собственно говоря, чтобы уйти как и от безденежья у кого-то, так и от холодности в отношениях. Одним словом, быть счастливым, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.